Привет! Это краткая сводка ключевых событий перед битвой у Золотого дворца. Смертельная ловушка, невероятное воссоединение и шокирующее самопожертвование друга. Во-первых, смертельная ловушка. Грозная волшебница Цуйлин в ярости загоняет Хань Ли в серый домен. Это как зыбучие пески, которые не просто сковывают движение, а буквально высасывают жизненную энергию, не оставляя ни малейшего шанса на побег. Во-вторых, невероятное воссоединение. Чтобы добить героя, Цуйлин натравливает монстров, включая Золотого Жука. Но оказывается, этот жук Цитун, давно потерянный магический питомец Хань Ли. Он мгновенно предает новую хозяйку и вступает с ней в яростный бой, давая герою реальный шанс спастись. В-третьих, прорыв и шокирующая жертва. Хань Ли взрывает артефакты, пробивая брешь в магическом куполе, но у врат Золотого дворца его парализует странным светом. Цуйлин наносит смертельный удар, и в эту секунду Цитун, приняв облик маленькой девочки в золотых доспехах, бросается на перерез, блокируя атаку ценой собственных рук. Эта жертва позволяет истощенному Хань Ли скрыться во тьме дворца. А теперь слушаем дальше. Глава 456. Маленький город. У Хань Ли было ощущение, будто он погрузился в облако серого тумана. Внезапно земля ушла у него из-под ног, заставляя его непроизвольно сделать шаг вперед, и мгновение спустя он снова очутился на твердой поверхности. Он словно прошел сквозь дымчатую иллюзию и, прежде чем успел осознать, оказался в другом пространстве. Он помассировал слегка ноющие виски, пока его затуманенное зрение постепенно не прояснилось, и только тогда смог разглядеть покрытую мхом землю под ногами. Он быстро осмотрелся и обнаружил, что здесь никого нет, ни Цзиньтуна, ни Луи Цин, ни Цуйлин, никто не последовал за ним. Он слегка нахмурился и тихо вздохнул. Он и представить себе не мог, что воссоединится с Цзиньтуном при таких обстоятельствах. Хотя между ними не было сказано много слов, Цзиньтун бросился спасать его жизнь, не заботясь о своей собственной безопасности, и это очень тронуло Хань Ли. В конце концов, с тех пор, как он стал истинным бессмертным, у него не было настоящей связи ни с кем, и ему постоянно приходилось быть настороже. Последним человеком, который испытывал к нему настоящую привязанность и заботу, была Люй Лэйр еще в царстве духовной сферы. Конечно, тот факт, что он всегда считал Цзиньтуна наполовину своим ребенком, тоже сыграл свою роль. За время их разлуки Цзиньтун стал значительно сильнее, чем раньше, что позволило ему так долго противостоять культиватору поздней стадии Золотого Бессмертного. Однако Хань Ли знал, что он, определенно, не ровня Цуйлин, учитывая ее исключительное мастерство в силах закона, а также множество грозных сокровищ, включая ту своеобразную высшую небесную тыкву. В данный момент все, что он мог сделать, это молиться, чтобы Цзиньтун каким-то образом нашла безопасное место, даже если это означало временное подчинение Цуйлин. Судя по тому, что он видел ранее, казалось, что Цуйлин взяла Цзиньтуна под свое крыло как духовного питомца. Если с Цзиньтуном что-то случится, то, как только он достигнет стадии Золотого Бессмертного, он обязательно отправится за Цуйлин и заставит ее заплатить за это. Что касается Луи Цин, то в какой-то момент у него сложилось впечатление, что с ней что-то не так, но он не мог понять, что именно. Как бы то ни было, она была всего лишь его знакомой, и они вошли в бессмертное поместье Адского Мороза как партнеры по сотрудничеству, поэтому он не чувствовал никакой ответственности перед ней. Хотя это правда, что она столкнулась с Цуйлин, потому что была с ним, а она сама решила последовать за ним, поэтому ей пришлось принять риски, связанные с таким решением. Теперь, когда его каким-то образом затянуло в это место, ей придется самой справляться с гневом Цуйлин. Хань Ли отбросил эти мысли и окинул взглядом окрестности. Он обнаружил, что стоит в старом дворе, окруженном полуразрушенными стенами и обрушившимися зданиями, заросшими мхом и сорняками. Однако, когда он бросил взгляд на заднюю часть двора, в его глазах появилось замешательство. В воздухе над верхним правым углом здания в этом направлении парил кровельный кирпич, застывший в процессе взрыва на куски. Казалось, будто его удерживала некая невидимая сила, и момент его разрушения был увековечен навсегда. Хань Ли активировал свои глаза духовного прозрения, одновременно выпуская свое духовное чувство, чтобы осмотреть кровельный кирпич, и несколько мгновений спустя он взмыл в воздух, прежде чем приземлиться на крышу здания. Там он протянул руку, чтобы вытащить из воздуха кусок парящего кровельного кирпича, в то время как остальные фрагменты остались на своих местах, совершенно нетронутыми. Хань Ли был озадачен и заинтригован этим, и он бросил взгляд за пределы двора, обнаружив еще множество руин во всех направлениях, простирающихся насколько хватало глаз.
Среди этих разрушенных зданий повсюду можно было увидеть подобные странные сцены, как этот парящий кровельный кирпич. Все эти разрушенные здания и павильоны были разбиты на бесчисленные куски, но ни один фрагмент не упал на землю. Казалось, будто время остановилось в тот момент, когда они были разрушены, оставив их запертыми в их вечном чистилище. Немного поразмыслив, Хань Ли медленно закрыл глаза, прежде чем выпустить свое грозное духовное чувство на окрестности. В отличие от той бесплодной Красной области, что была раньше, его духовное чувство здесь ничем не ограничивалось. Однако, прошло всего несколько мгновений, как его глаза внезапно распахнулись, синий свет в его зрачках угас, и на его лице появилось странное выражение. Казалось, что, осматривая окрестности, он только больше запутывался. Как оказалось, эта область была гораздо меньше, чем он ожидал. Он только слегка выпустил свое духовное чувство, и оно уже заполнило все это пространство, радиус которого составлял всего несколько десятков километров. Все пространство было окружено со всех сторон пространственными стенами, но теоретически тот факт, что он смог попасть в это место, означал, что оно не было полностью изолировано от внешнего мира. По крайней мере, здесь должны быть какие-то уязвимые места в пространстве, и если бы он смог их найти, то смог бы прорваться сквозь пространственные стены, чтобы вернуться во внешний мир, если бы такая необходимость возникла. Однако, исследуя местность с помощью своего духовного чувства, он не смог обнаружить никаких слабых мест в пространстве, на которые он мог бы нацелиться. Поразмыслив немного над тем, как действовать дальше, Хань Ли сложил ручную печать, и за его спиной посреди вспышки золотого света появилась его священная ось мантры. После появления оси дюжина или около того активных рун до времени на ее поверхности загорелись одна за другой, и око истины в ее центре начало сканировать окрестности, выпуская луч золотого света. Хань Ли не смог найти выход с помощью своего духовного чувства, поэтому ему не оставалось ничего другого, как обратиться к своему оку истины. Он взмыл в воздух, а затем обратил свой взгляд на центр двора, в котором он впервые появился, через перспективу ок истины, но даже под пристальным вниманием луча золотого света двор не проявлял никаких аномалий. Взгляд Хань Ли медленно скользил по земле к каменному столу во дворе, затем к стенам, мертвым деревьям и зданиям, но он не смог найти ничего достойного внимания. Однако, как только взгляд ок истины упал на ту комнату с парящим над ней кровельным кирпичом, из крыши здания внезапно вырвался поток золотого света, после чего она быстро восстановилась до своего первоначального состояния, словно была построена заново. Хань Ли был очень удивлен, увидев это. Может быть, это здание содержит силы закона времени. Прежде чем он успел приблизиться к зданию, чтобы осмотреть его поближе, проекция отремонтированного здания начала нестабильно мерцать и колебаться. Хань Ли убрал свою священную ось мантры, спустившись перед зданием, и некоторое время осматривал здание снаружи, прежде чем войти в него и провести тщательный обыск, но он не смог найти ничего, что содержало бы силы закона времени. Как странно, может быть, силы закона времени здесь слишком слабы, чтобы их можно было обнаружить. Наверняка это не так. Немного поразмыслив, он снова призвал свою священную ось мантры, затем поднялся в воздух и покинул этот двор, чтобы полететь к другим районам этого пространства. Глядя сверху вниз, он видел, что, хотя все здания здесь были довольно ветхими, общая планировка была довольно упорядоченной и хорошо структурированной. Планировка этого места была очень похожа на планировку обычного города смертных, и Хань Ли начал исследовать ее. Он начал с восточной стороны города и медленно двигался на запад, внимательно осматривая все здания, которые, казалось, застыли во времени. Всякий раз, когда он смотрел на них своим оком истины, эти здания представляли проекции того времени, когда они были целыми, но эти проекции также были довольно размытыми и нестабильными. Как будто слабые колебания силы закона времени пронизывали весь этот город, но только в очень слабой степени, которая была совершенно незаметна. Хань Ли потребовалось меньше полудня, чтобы исследовать весь город, но он ничего не смог обнаружить. С приближением ночи солнце начало садиться. В южной части города, в саду, заросшем сорняками, стояла 9-этажная черная деревянная пагода. На ее поверхности было много следов от огня, и она сильно кренилась на бок, словно могла рухнуть в любой момент. Хань Ли стоял на черных кровельных плитках на крыше пагоды, положив одну руку на ее вершину и смотрел на заходящее солнце вдали. Рядом с ним стоял Даос Се в желтом одеянии с нейтральным выражением лица. «Брат Се, видишь ли ты что-нибудь особенное в планировке этого города?» — спросил Хань Ли. «Вообще нет. По крайней мере, на первый взгляд, кажется, что она просто следует стандартному протоколу, как и все обычные города. Что касается того, есть ли какие-то особые скрытые механизмы, то об этом невозможно сказать, просто наблюдая», — ответил Даос Се, покачав головой.
Хань Ли помолчал немного, услышав это, а затем спросил: «В таком случае, не мог бы ты осмотреть это место, чтобы узнать, нет ли здесь каких-либо скрытых механизмов или формаций?» Даос Се в ответ кивнул, а затем мгновенно исчез с вершины деревянной пагоды. По мере того, как свет заходящего солнца постепенно угасал, Хань Ли внезапно взмыл в воздух полосой лазурного света. Однако, мгновение спустя в воздухе раздался оглушительный удар, и Хань Ли отбросило назад, словно пушечное ядро, он только что врезался в невидимый барьер. Однако, как только он приземлился, над его телом мгновенно вспыхнул лазурный свет, и он устремился в другом направлении. Несколько дней пролетели как одно мгновение. В этом разрушенном городе был частный сад, в котором находился густой лес. Лес был усеян многочисленными странными камнями, каждый из которых был высотой с взрослого человека. Эти камни были довольно темного цвета и покрыты слоями скользкого мха. Две фигуры шли бок о бок к центру леса по извилистой тропинке. В городе довольно много ограничений и потайных комнат, но почти ни одна из них не заслуживает дальнейшего изучения. Это единственное место, которое, на мой взгляд, достойно внимания. По крайней мере, формация здесь выделяется на фоне остальных, сказал Даос Се, показывая дорогу. В таком случае, есть высокая вероятность, что это выход из этой секретной области, ответил Хань Ли, и в его глазах появилась надежда. Глава 457. Опасения. Даос Се шел по тропинке, пока не добрался до странного камня, напоминавшего сгорбленную старую обезьяну, где он остановился и сказал: «Подойди и посмотри, что это, товарищ Даос Хань». Хань Ли слегка нахмурился, поспешил к странному камню, провел по нему рукой и внимательно осмотрел. На его лице появилось нерешительное выражение, когда он спросил: «Может быть, это?» «Первобытная каменная форма, совершенно верно», — ответил Даос Се, кивнув. Неудивительно, что я не смог обнаружить никаких колебаний от формации, когда осматривал это место своим духовным чувством. Хотя я и не думал, что маскирующий эффект первобытной каменной формы будет настолько сильным, задумчиво произнес Хань Ли. Одних только этих первобытных каменных форм было бы недостаточно, чтобы помешать тебе обнаружить эту формацию, товарищ Даос Хань, сказал Даос Се. Ты хочешь сказать, что здесь есть что-то еще? Спросил Хань Ли с заинтересованным выражением лица. Даос Се ничего не ответил, а повел Хань Ли вглубь густого леса, и они вдвоем вышли на открытое и просторное место. Войдя в эту область, Хань Ли обнаружил, что земля полностью обуглена, а кустарники, которые раньше здесь росли, превратились в пепел, обнажив каменную платформу размером с мельничное колесо. Поверхность платформы также была обуглена, и в результате все гравировки на ней стали неузнаваемыми. Хань Ли взмахнул рукавом, выпуская легкий ветерок, который смел грязь и сажу с каменной платформы, чтобы открыть то, что было под ней, но это, казалось, только добавило ему вопросов, а не ответов. Что это такое? На каменной платформе было выгравировано 9 странных рисунков, похожих на лепестки цветов, и они были собраны вместе, образуя нечто, напоминающее огромный цветок. Внутри лепестков также было много особых и сложных рун, и Даос Се объяснил, и если я не ошибаюсь, это похоже на чрезвычайно продвинутое ограничение сокрытия снов, которое может работать в сочетании с первобытными каменными формами, чтобы полностью скрыть ауры многих сокровищ и формаций. Если ты знаком с этим типом ограничения, то, я уверен, у тебя должен быть способ его снять, верно? Спросил Хань Ли, подняв бровь. Вместо того, чтобы дать прямой ответ на вопрос Хань Ли, Даос Се сказал: «Пожалуйста, взгляни на центр этого ограничения, товарищ Даос Хань». Хань Ли сделал, как ему было сказано, но там, казалось, ничего не было, и его брови слегка нахмурились в замешательстве, когда он повернулся к Даосу Се. «Здесь должна быть тычинка цветка, но, по какой-то причине, она уже полностью разрушена», — объяснил Даос Се. Хань Ли присмотрелся внимательнее, услышав это, и только тогда обнаружил, что там действительно есть следы повреждений. Это не должно быть проблемой, верно? Мы должны быть в состоянии адаптироваться соответствующим образом, чтобы снять ограничения. Может быть, есть какая-то другая проблема? Спросил Хань Ли. Товарищ Даос Хань, слышал ли ты о концепции безграничных снов? Ограничения сокрытия снов такого рода чрезвычайно разнообразны и многочисленны. Даже если в такое ограничение внести малейшие изменения, способ его снятия станет совершенно другим. Несмотря на то, что я знаком с этим типом ограничения, я понятия не имею, как снять его в его нынешнем состоянии, объяснил Даос Се, покачав головой. В таком случае нам придется прибегнуть к грубой силе и уничтожить это ограничение, заключил Хань Ли, немного поразмыслив. «Ну, по этому поводу, ты можешь попробовать, товарищ Даос Хань», — сказал Даос Се. Хань Ли по странному выражению лица Даоса Се понял, что это будет не так-то просто, но все же решил попробовать, приняв свою форму гигантской горной обезьяны посреди вспышки золотого света.
Глубокие апертуры на его теле загорелись, и он издал тихий рев, прежде чем поднять массивный кулак и с силой обрушить его на каменную платформу. Вся каменная платформа яростно задрожала, по воздуху во все стороны распространились свирепые ударные волны, сравняв с землей все в радиусе нескольких километров, прежде чем постепенно утихнуть. В то же время на надписях на каменной платформе появилась вспышка золотого света, и ряд золотых линий, похожих на виноградные лозы, распространился по каменной платформе, а затем протянулся в лес, подобно паутине. В своей форме гигантской горной обезьяны Хань Ли имел гораздо более четкое представление об окружающем пространстве благодаря своему огромному росту, и он мог видеть, как подобные золотые линии распространяются по всей секретной области, представляя собой захватывающее зрелище. По моим оценкам, нужно быть как минимум на стадии золотого бессмертного, чтобы иметь шанс сломать это ограничение силой. Даже моей полномасштабной атаки в моем нынешнем состоянии будет недостаточно, чтобы справиться с этой задачей, сказал Даос Се. Даже если бы это было возможно, мы бы все равно не смогли этого сделать. Это ограничение связано со всей этой секретной областью, поэтому, если мы разрушим его силой, вся секретная область, скорее всего, рухнет, и это будет для нас катастрофой, сказал Хань Ли, быстро вернувшись к своей человеческой форме. Это верно, ответил Даос Се, кивнув. Хань Ли нахмурился, обойдя каменную платформу, и внезапно ему в голову пришла мысль, когда он призвал свою священную ось мантры. Око истины в центре оси медленно открылось, а затем уставилось на каменную платформу, выпуская из своего зрачка луч золотого света. Когда луч золотого света упал на каменную платформу, вся оставшаяся на ее поверхности сажа и копоть мгновенно исчезли, вернув ее в первозданное состояние. В центре ограничения также появилась вспышка мутного света, и ряд линий начали постепенно проявляться, образуя чрезвычайно сложный рисунок тычинки. Как раз в тот момент, когда Хань Ли собирался присмотреться повнимательнее, проекция тычинки внезапно начала быстро вибрировать, становясь крайне нестабильной. Хань Ли почувствовал приступ головокружения от этого неприятного зрелища и был вынужден отвести взгляд и убрать свою священную ось мантры. «Вы что-нибудь увидели?» — спросил Даос Се. «Эта секретная область действительно очень странное место. Многие обычные на вид вещи здесь наделены силами закона времени, но только в очень слабой степени. Всякий раз, когда я пытаюсь исследовать их своим оком истины, я вижу только размытое месиво, и эта каменная платформа не исключение», — ответил Хань Ли с кривой улыбкой. «Твоя священная ось мантры сейчас не в лучшей форме. Возможно, как только она восстановит все свои руны до времени, ты сможешь увидеть ограничения более четко», — предложил Даос Се. «Я уже думал об этом, но проблема в том, что ждать, пока священная ось мантры вернется к пику своей мощи, займет слишком много времени. Бессмертное поместье Адского Мороза открыто только ограниченное время, и как только выход закроется, кто знает, когда бессмертное поместье снова откроется, главной задачей Хань Ли в данный момент было найти способ выбраться из этого места. Конечно, если бы ему удалось найти выход, то он был бы не прочь и остаться здесь на какое-то время. В конце концов, он не знал, что произошло снаружи за те несколько дней, что он был заперт в этом месте, но предполагал, что Цуйлин не стала бы терять много времени, ожидая его. У тебя практически неограниченная продолжительность жизни, так зачем тебе беспокоиться о таких вещах? Происхождение Цимира здесь не менее обильное, чем в любом другом месте Северного ледникового региона бессмертных, так что ты мог бы легко просто совершенствоваться здесь и ждать, когда бессмертное поместье снова откроется, сказал Даос Се. Услышав это, Хань Ли погрузился в глубокие раздумья. Заведя врага в лице Северного ледникового дворца бессмертных, он оказался в не очень хорошем положении. Более того, теперь за ним охотилась еще и Цуйлин, и была вероятность, что Фэн Тяньду в конце концов тоже придет за ним, так что для него Северный ледниковый регион бессмертных был чреват опасностями. В сравнении с этим, оставаться в этой секретной области было действительно безопаснее. Однако, опасения Хань Ли все еще оставались, и он сказал: «Это, может быть, и правда, но неизвестно, что может произойти в этой секретной области, как только бессмертное поместье Адского Мороза закроется. Если дела пойдут плохо, мы можем оказаться в еще худшем положении, чем если бы нам пришлось снова столкнуться с Цуйлин». Он не упомянул о том, что если он окажется в ловушке в этой секретной области, даже на сотни тысяч лет, возможно, с ним ничего не случится, но во внешнем мире произойдут кардинальные перемены. В данный момент Цзиньтун находился под прямой угрозой быть убитым Цуйлин, и было еще много людей, важных для Хань Ли, на которых Цуйлин потенциально могла напасть. В любом случае, мы не сможем покинуть это место прямо сейчас, поэтому я предлагаю тебе подождать некоторое время, чтобы твоя священная ось мантры могла восстановиться. Возможно, пройдет не так много времени, прежде чем ты сможешь более четко увидеть это ограничение, сказал Даос Се. «Я полагаю, это все, что мы можем сделать сейчас», ответил Хань Ли, кивнув.
Еще несколько дней пролетели как одно мгновение. В центре разрушенного города появилась гигантская площадь радиусом в несколько километров. Центральная часть площади была вымощена белыми каменными плитами, а края были покрыты недавно вырытой красновато-коричневой грязью, в которую были вкраплены многочисленные фрагменты разбитой плитки, камней и деревянных каркасов. Было ясно, что площадь была построена совсем недавно, и на ней виднелись многочисленные очень глубокие трещины, соединенные между собой, образуя очень сложную формацию. Формация называлась формацией собрания звезд Великой Вселенной и была включена в конец второй половины искусств происхождения Великой Вселенной. Это была формация, которая могла помочь в совершенствовании искусств происхождения Великой Вселенной, и она намного превосходила формацию собрания звезд, которую Хань Ли использовал в прошлом. Даже новая и улучшенная формация собрания звезд, которую Хань Ли лично модифицировал, не могла сравниться с этой формацией. Формация собрания звезд Великой Вселенной имела в общей сложности 81 звездную точку, равномерно распределенную по формации, и в каждой звездной точке мог поместиться камень звездного неба, который мог помочь культиватору быстрее поглощать звездную силу. По оценкам Хань Ли, если бы у него был доступ к этой формации с самого начала, то время, которое потребовалось бы ему, чтобы достичь этой точки в искусствах происхождения Великой Вселенной, сократилось бы как минимум вдвое. Однако, ему также потребовалось бы достаточное количество камней звездного неба, и боль, которую ему пришлось бы пережить, была бы как минимум вдвое мучительнее. Глава 458. 500 лет. Наступила ночь, и на черном, как смоль, небе зажглись бесчисленные звезды. Хань Ли сидел, скрестив ноги, в центре площади, вымощенной белым камнем, и смотрел на небо. Его глаза были подобны двум зеркалам, отражающим звездный свет, струящийся сверху. Для восстановления каждой руны до времени на священной оси мантры требовался год, поэтому полное восстановление должно было занять очень много времени. Поскольку он не мог найти никакого другого выхода из этой затруднительной ситуации, ему не оставалось ничего другого, как выжидать, и в течение этого времени он планировал продолжить совершенствование искусств происхождения Великой Вселенной. Таким образом, он мог бы открыть больше глубоких апертур, что должно было помочь ему в прорыве на стадию Золотого Бессмертного. Небрежно взмахнув рукой, из его руки вырвалась вспышка синего света, которая затем разделилась на несколько десятков полос света, каждая из которых с безошибочной точностью попала в одну из 81 звездных точек вокруг формации. Как только эти камни звездного неба встали на свои места, они тут же начали излучать ослепительный звездный свет, осветивший всю площадь. В то же время Хань Ли открыл рот, выпуская свои 7 колец яркой звезды, которые, сделав круг в воздухе, разлетелись по ночному небу. Эти 7 колец яркой звезды не были частью формации, но они также были весьма полезны, когда дело касалось сбора звездной силы, поэтому Хань Ли, естественно, не собирался ими пренебрегать. Он начал складывать ручную печать, напевая заклинание, и вся формация начала светиться сияющим звездным светом, который постепенно расширялся, охватывая всю площадь шаг за шагом. Хань Ли продолжал смотреть на ночное небо, и ему казалось, что расстояние между ним и небом быстро сокращается. Звезды, которые раньше казались ему невероятно крошечными, становились все больше и больше, и они также светили все ярче и ярче. Каждая звезда была похожа на миниатюрное солнце, слепящее своим сиянием, и если бы присутствовал сторонний наблюдатель, он был бы поражен, обнаружив, что черные зрачки в глазах Хань Ли исчезли, а все его глаза были заполнены сияющим белым звездным светом. Внезапно раздался оглушительный грохот, и на небе сошлись обширные просторы звездного света, образовав более 100 столпов белого света, которые падали на всю секретную область с ночного неба. 7 столпов света, проходящих через 7 колец яркой звезды, казались особенно толстыми и плотными. Площадь, на которой располагалась формация собрания звезд Великой Вселенной, яростно задрожала, когда каждый из камней звездного неба выпустил столб белого света, который устремился прямо к Хань Ли в центре формации. 81 столб звездного света одновременно обрушился на Хань Ли с оглушительным грохотом, и из его уст немедленно вырвался приглушенный стон, а затем послышался непрерывный треск и хруст всех суставов в его теле. 18 его глубоких апертур также загорелись в унисон, и сразу же после этого каждая из них образовала миниатюрный вихрь, который втягивал в себя обширные просторы звездного света, сходящиеся к нему. Грозный приток звездной силы мгновенно вызвал у Хань Ли чувство распирания в глубоких апертурах, как будто он уже плотно поел, но его заставляют есть еще, и это было не очень приятное ощущение. В его глазах мелькнула боль, он стиснул зубы, терпя боль, пока его глубокие апертуры продолжали поглощать звездный свет. В этот момент формация под ним внезапно яростно задрожала, и под ним возник пространственный вихрь. Из вихря мгновенно вырвалась сила всасывания, которая втягивала белый звездный свет по всей площади и направляла его к Хань Ли.
все столбы белого света, падающие с неба, были втянуты в вихрь, в результате чего они отклонились от своих первоначальных траекторий и устремились к Ханле. Еще мгновение назад формация собрания звезд Великой Вселенной напоминала бескрайнее море, образованное более чем сотнями неспадающими водопадами, а Ханли был подобен маленькому плоту, дрейфующему по морю в относительной безопасности и комфорте, но теперь ситуация полностью изменилась. Когда все столбы звездного света одновременно падали на него, приток звездной силы был в бесчисленное количество раз больше, чем раньше, и на него обрушилась невыносимо грозная сила, заставляя его невольно согнуться, почти прижавшись к земле. Нити полупрозрачного звездного света проникали в каждую его пору, и его одежды мгновенно пропитались кровью. Однако кровь текла всего мгновение, прежде чем испариться под действием звездного света. Ханли стиснул зубы, и из глубины его горла вырвался гортанный рык. Его руки крепко уперлись в колени, вены на его руках вздулись, когда он пытался выпрямиться. Его кожа уже стала полностью прозрачной благодаря звездному свету, текущему в его тело, и даже сквозь его одежду можно было разглядеть все его кости и меридианы. В этот момент Ханли внезапно взмахнул рукавом, выпуская полосу света, которая мгновенно превратилась в массивный экран, расположившийся над его головой. Экран был прозрачного черного цвета, на его поверхности были встроены сверкающие и полупрозрачные синие бусины, придавая ему вид миниатюрного ночного неба. Это был тот самый экран, который он забрал из дворца, где были спрятаны искусства происхождения Великой Вселенной. Когда на него падали все столпы звездного света, синие бусины на экране начали излучать ослепительный звездный свет, проецируя миниатюрное звездное небо. В то же время весь экран становился все более прозрачным, пока не превратился в черный, похожий на вуаль, световой барьер, окутавший все тело Ханли. Световой барьер непрерывно рябил под действием огромного количества падающего на него звездного света, но он мог обеспечить Ханли некоторую защиту и облегчить часть давления, воздействующего на него. В результате он смог перевести дух, сложил ручную печать, закрыл глаза и полностью сосредоточился на поглощении звездной силы. Дни проходили один за другим, сливаясь в одно целое. Ночью Ханли втягивал в свое тело звездную силу с ночного неба, а днем продолжал совершенствовать искусство происхождения Великой Вселенной, используя камни звездного неба, и делал это без остановки каждый божий день. В течение первых нескольких лет Ханли каждый год восстанавливал по одной руне до времени, после чего делал перерыв в совершенствовании и отправлялся в тот сад, чтобы осмотреть ограничение сокрытия снов на каменной платформе, но не мог добиться никакого прогресса. После этого он понял, что бессмертное поместье Адского Мороза, должно быть, уже давно закрылось, но в этой секретной области ничего не изменилось. Это вселило в него чувство уверенности, позволив полностью сосредоточиться на совершенствовании, и вскоре он открыл свою 19-ю глубокую апертуру. Его совершенствование искусств происхождения Великой Вселенной не было совсем уж гладким, но и серьезных препятствий тоже не возникало, и он постепенно погрузился в этот процесс, забыв о течении времени. 500 лет пролетели как одно мгновение. В эту ночь столбы звездного света, как обычно, падали с неба, освещая весь разрушенный город своим великолепным белым сиянием. Ханли сидел, скрестив ноги, в центре площади, окутанный звездным светом, и все его тело выглядело полупрозрачным, словно вырезанное из нефрита. Его длинные волосы спадали на спину, и они уже превратились из черных в сверкающие и полупрозрачные серебряные. В этот момент нити звездного света собирались в определенной точке на его спине, и формировалась новая глубокая апертура. Таким образом, 36-я глубокая апертура была сформирована, и его совершенствование искусств происхождения Великой Вселенной было завершено, послышался слабый треск, и черный экран, висевший над Ханли все это время, внезапно распался. В то же время столпы звездного света, падающие сверху, медленно потускнели, прежде чем исчезнуть совсем. Вместе с этим вся секретная область погрузилась во тьму. Ханли медленно открыл глаза, поднимаясь на ноги, и все его тело было окутано его истинной экстремальной мембраной, которая выглядела более плотной и упругой, чем когда-либо. Он поднял руку, прежде чем слегка сжать кулак, и на его ладони появилась вспышка света, словно содержащая какую-то особую силу. Он знал, что это признак того, что звездная сила в его теле еще не до конца стабилизировалась после того, как сформировалась новая глубокая апертура, и что его тело скоро вернется в норму. Несмотря на свой последний прорыв, Ханли не мог не вздохнуть с тоской. Он предполагал, что для завершения совершенствования искусств происхождения Великой Вселенной определенно потребуется очень много времени, но не ожидал, что это займет так долго. Внезапно он поднял голову, посмотрел на ночное небо, затем сделал шаг назад и ударил кулаком в небо. В одно мгновение вырвалась чрезвычайно грозная сила, образовав порыв белого звездного ветра, видимый даже невооруженным глазом, который устремился прямо вверх. Раздался оглушительный грохот, и казалось, что все ночное небо вот-вот разорвется от этого выброса грозной силы.
Сразу же после этого послышался громкий свистящий звук, когда окружающий воздух устремился в область вакуума, образовавшегося после выброса силы кулака Хань Ли. Порыв белого ветра взметнулся вверх на несколько километров, и только после этого он начал постепенно рассеиваться. Увидев это, на лице Хань Ли появилось довольное выражение, и он медленно опустил кулак. Хотя это был не полномасштабный удар, высвобожденная сила уже не уступала силе удара в полную силу, когда он совершенствовал только половину искусств происхождения Великой Вселенной. По его оценкам, если он сейчас вернется к той каменной платформе, то, возможно, сможет разрушить ее, даже не достигнув стадии Золотого Бессмертного, но если он это сделает, вся эта секретная область, скорее всего, будет уничтожена вместе с каменной платформой. Синий свет, излучаемый телом Хань Ли, медленно угас, и его истинная экстремальная мембрана также исчезла по его велению. К этому моменту он уже достиг вершины истинного бессмертного, и единственное, что отделяло его от достижения стадии Золотого Бессмертного, это 36-я бессмертная акупунктурная точка. Однако, поскольку он уже открыл 36 глубоких апертур, открытие этой последней бессмертной апертуры не должно было стать сложной задачей, поэтому единственной заботой, занимавшей его мысли в данный момент, был последний из 3 распадов — распад акупунктурных точек. Это было неизбежное испытание, которое ему нужно было преодолеть, чтобы достичь стадии Золотого Бессмертного. Говорили, что совершенствование глубоких апертур и овладение силами закона поможет пережить этот распад, но он никогда не был свидетелем этого процесса и не испытывал его, поэтому все еще чувствовал некоторое беспокойство. Хань Ли сделал глубокий вдох, а затем посмотрел на Луну в небе. Он не планировал продолжать совершенствование сегодня вечером и, взмыв в воздух, приземлился на крышу полуразрушенного здания. Оттуда он снова посмотрел на Луну, и в его глазах мелькнуло выражение смешанных эмоций, когда он лег на крышу, а затем закрыл глаза, чтобы отдохнуть. Глава 459. Третий распад. Примерно в полдень, 3 дня спустя. Хань Ли снова появился на площади, вымощенной белым камнем, выглядя полностью восстановившимся. Его бессмертная духовная сила и духовное чувство были полностью восстановлены. Он окинул взглядом окрестности, затем поднял рукав, выпуская разряд золотой молнии, которая превратилась в Даоса Се неподалеку. Даос Се взглянул на Хань Ли, и на его лице появилась слабая улыбка, когда он сказал: «Я вижу, что ваша база совершенствования продвинулась еще дальше. Поздравляю, товарищ Даос Хань. Мне удалось немного продвинуться, но мы уже несколько столетий находимся здесь, и я не могу не задаваться вопросом, как обстоят дела снаружи. Сегодня я собираюсь сделать еще одну попытку достичь стадии Золотого Бессмертного, чтобы посмотреть, сможем ли мы покинуть это место немного раньше. Это пространство может быть изолировано, но все же есть много рисков, связанных с насильственным открытием царства, поэтому мне придется побеспокоить тебя, чтобы ты присмотрел за мной, брат Се», — сказал Хань Ли с улыбкой. «Будьте уверены, просто идите и делайте то, что вам нужно», — ответил Даос Се, кивнув. Как только его голос стих, по его телу пробежала вспышка золотой молнии, и он растворился в воздухе. Увидев это, Хань Ли сел, скрестив ноги, затем взмахнул рукавом, выпуская полосу лазурного света, в которой находились 3 или 4 флакона из белого нефрита и изысканная нефритовая шкатулка. Еще одним взмахом рукава пробка одного из нефритовых флаконов слетела сама по себе, и изнутри вылетела золотая пилюля размером с лонган, которая приземлилась ему на ладонь. Это была не что иное, как пилюля Мириад Осей, пилюля, способная помочь даже совершенствующимся на поздней стадии истинного бессмертного продвинуть свою базу совершенствования. Хань Ли взял пилюлю, прежде чем быстро проглотить ее, и она тут же растворилась, превратившись в поток тепла, который потек по его меридианам, но по сравнению с интенсивным притоком жара и давления от первой пилюли Мириад Осей, которую он принял, эффект стал гораздо мягче. Одной из причин этого было то, что он уже принял так много этих пилюль, что у него выработалось некоторый иммунитет к ним, а другой причиной было то, что его физическое тело значительно улучшилось после того, как он достиг полного мастерства в искусстве происхождения Великой Вселенной. Его брови слегка нахмурились, когда он сделал приглашающий жест, и из флакона вылетели еще 2 пилюли Мириад Осей, которые он проглотил за один присест. Только после этого он закрыл глаза и начал совершенствоваться. Когда он начал читать заклинание, слой мягкого золотого света окутал все его тело, и более 10 лет пролетели как одно мгновение. За 500 лет, которые Хань Ли потратил на совершенствование искусств происхождения Великой Вселенной, и за последние 10 с лишним лет вся секретная область оставалась совершенно неизменной с тех пор, как Хань Ли впервые попал сюда. Солнце всходило и заходило каждый день, и погода была разной, но времена года никогда не менялись, и даже скользкий мох, который был чрезвычайно распространен по всей секретной области, постоянно сохранял свой темно-зеленый оттенок.
На окраине города Даоссе стоял на крыше трехэтажного павильона из лазурного бамбука. Его желтые одежды слышно развивались вокруг него, но он стоял совершенно неподвижно, словно статуя, а его взгляд был твердо устремлен на центр города. В этот момент он внезапно пробормотал себе под нос. Наконец-то, как только его голос стих, из центра города раздался оглушительный грохот, и вся секретная область яростно задрожала, когда в небо взметнулся столб золотого света. Над площадью, вымощенной белым камнем, со всех сторон сошлись слои темных облаков, и вскоре образовался вихрь из темных облаков диаметром в несколько десятков километров. Внутри вихря непрерывно сверкали молнии, издавая глухой грохот, как будто в облаках были заточены бесчисленные свирепые звери. В этот момент Хань Ли сидел внутри столпа золотого света. Его одежды уже были разорваны в клочья, его рельефные, но пропорциональные мышцы купались в золотом сиянии, а его длинные волосы стояли дыбом. Все 35 бессмертных акупунктурных точек, открывшихся на его теле, ярко светились, а внутри 36-я бессмертная акупунктурная точка в центре его груди формировался золотой вихрь, который выглядел так, словно вот-вот раскроется. В этот момент Хань Ли резко распахнул глаза, и издал сокрушительный рев, и золотой свет внутри вращающегося вихря стал еще ярче, когда струйки ци происхождения мира, видимые даже невооруженным глазом, быстро сошлись к бессмертной акупунктурной точке. Раздался звук завывающего ветра, когда ци происхождения мира хлынула в бессмертную акупунктурную точку, но она была подобна бездонной пропасти, которую невозможно заполнить, и не подавала никаких признаков наполнения. Хань Ли с торжественным выражением лица продолжал быстро складывать ручные печати, тщательно направляя поток ци происхождения мира, а также регулируя скорость, с которой бессмертная акупунктурная точка поглощала ци происхождения мира, чтобы она не лопнула от чрезмерного притока. Только спустя 2 часа приток ци происхождения мира постепенно замедлился, в то время как свет, излучаемый бессмертной акупунктурной точкой, становился все ярче и ярче, постепенно приближаясь к стабильному состоянию. К этому моменту Хань Ли уже обильно потел, но не смел ни на мгновение терять бдительность и постоянно был готов к тому, что что-то пойдет не так. Внезапно в небе раздался грохот, и молнии, сдерживаемые темными облаками, наконец вырвались наружу. Черный столб молнии, прямой как копье, пронзил облака, прежде чем обрушиться прямо на голову Хань Ли. Хань Ли тут же ответил ударом вверх, и проекция кулака звездного света взметнулась вверх, чтобы противостоять столпу молнии. 7 ударов были нанесены один за другим, и 7 проекций кулаков звездного света, каждая из которых была размером в несколько десятков метров, взлетели к столпу молнии. Вокруг проекций кулаков хлынули ореолы звездного сияния, соединившись вместе, чтобы сформировать великолепный экран из серебряного света. Столб черной молнии врезался прямо в серебряный световой барьер с оглушительным грохотом, тот яростно задрожал, и столб черной молнии пробил прямо в его центре огромную дыру. В то же время изнутри вихря темных облаков в небе раздался еще более громкий грохот, и рухнул столб черной молнии, вдвое толще предыдущего, как будто небеса были разгневаны и полны решимости обрушить свой гнев на Хань Ли. Выражение лица Даоса Се, наблюдающего за этим издалека, слегка изменилось, и он мгновенно исчез с этого места посреди вспышки золотой молнии. В следующее мгновение он снова появился в пространстве между Хань Ли и столпом молнии, и золотая молния вырвалась из всего его тела, когда он поднял руку к падающему столпу молнии. Из его руки вырвался слой золотой молнии, и его рука внезапно превратилась в гигантскую клешню золотого краба, которая с силой сомкнулась на столпе черной молнии. Раздался оглушительный удар грома, столб золотой молнии раскололся надвое, прежде чем яростно взорваться, но точка, в которой столб молнии был разорван, в мгновение превратилась в сферическую клетку из молнии, которая поймала в ловушку Даоса Се. Увидев это, Даос Се вскрикнул от испуга и поспешно протянул руку, чтобы схватить клетку, но было уже слишком поздно. Вокруг сферической клетки из молнии вспыхнул черный свет, и во все стороны выстрелили дуги черной молнии толщиной с руку взрослого человека, заставляя окружающее пространство потрескивать и дрожать. Одна из этих извивающихся дуг молнии ударила Хань Ли в спину, словно черный кнут, мгновенно подняв шлейф черных искр и оставив на его спине большой обугленный участок. Его брови мгновенно нахмурились, он поспешно перевел взгляд на свою грудь и обнаружил, что в формирующейся там бессмертной акупунктурной точке внезапно появились тонкие, как волос, нити черного света, которые быстро начали распространяться, словно паутина, окрашивая большую часть бессмертной акупунктурной точки в черный цвет. Зрачки Хань Ли резко сузились, когда он увидел это. Хотя он никогда раньше не сталкивался с этим, это, по-видимому, был распад акупунктурных точек из 3 распадов. Хань Ли уже предполагал, что это произойдет, но теперь, когда это действительно случилось, он не мог не почувствовать легкой паники. На протяжении веков существовало бесчисленное множество выдающихся культиваторов, которые преодолевали всевозможные препятствия и трудности, чтобы успешно противостоять небесам и достичь стадии истинного бессмертного.
После этого они проводили бесчисленные годы, оттачивая свое мастерство, и, наконец, поднимались над бесчисленным множеством других истинных бессмертных, чтобы достичь вершины стадии истинного бессмертного. Однако, как раз в тот момент, когда они были готовы полностью оставить позади стадию истинного бессмертного, их поражало проклятие распада акупунктурных точек, и все их бесчисленные годы упорного совершенствования могли пойти прахом. Говорили, что, в отличие от двух других распадов, распад акупунктурных точек наступает чрезвычайно быстро и неконтролируемо, подобно распространяющемуся лесному пожару. Как только одна бессмертная акупунктурная точка приходила в упадок, все бессмертные акупунктурные точки, которые совершенствующийся кропотливо взращивал, также постигала та же участь. Как только все бессмертные акупунктурные точки приходили в упадок, бессмертное тело также увядало, и вся бессмертная духовная сила рассеивалась. В конце концов, они превращались в простых смертных. На самом деле, они оказывались в еще худшем положении, чем смертные, поскольку у них даже не было возможности начать совершенствоваться заново. Все внимание Хань Ли было приковано к этой акупунктурной точке, и он не мог не чувствовать легкое беспокойство, опасаясь, что все его остальные акупунктурные точки могут быть заражены одна за другой, прежде чем тоже начнут разрушаться. Это было очень странное ощущение, которое можно было только испытать, а не описать. Это было похоже на то, как если бы кто-то кропотливо выращивал цветок лотоса, и как раз в тот момент, когда он должен был распуститься, кто-то капнул на него каплю смертельного яда. Яд быстро распространялся бы по всему цветку, затем по стеблю и листьям, приводя к быстрому увяданию. Как раз в тот момент, когда Хань Ли собирался использовать свои силы закона времени, чтобы противодействовать распаду, он заметил, что что-то не так. Как оказалось, зараженная акупунктурная точка сохранила наполовину черный, наполовину белый цвет, и распад не распространялся так быстро, как утверждали все древние записи. Что здесь происходит? Глава 460. Очищение зарождающейся души. Почему все происходит не так, как я читал, Хань Ли не знал, беспокоиться ему или радоваться такому повороту событий. Только при ближайшем рассмотрении он обнаружил, что в акупунктурной точке есть проблески белого света, противостоящие распространяющимся черным нитям, образуя нечто, напоминающее белый зонд, который сдерживает черные нити. Эта звездная сила, эта бессмертная акупунктурная точка как раз совпадала с одной из 36 глубоких апертур, которые он ранее открыл, и, к его удивлению, звездная сила внутри глубокой апертуры могла противодействовать распространению распада акупунктурных точек. Хань Ли почувствовал облегчение, увидев это, и, казалось, ему пока не нужно было прибегать к каким-либо крайним мерам. Учитывая это, он решил продолжить наблюдать за развитием распада акупунктурных точек. Если бы среднестатистический культиватор стадии истинного бессмертного стал свидетелем этого, он, скорее всего, так бы позавидовал и разозлился, что упал бы замертво на месте. Как можно так спокойно относиться к распаду акупунктурных точек? В этот момент черные нити и звездная сила в акупунктурной точке сталкивались, как две противоборствующие армии, ни одна из сторон не могла одержать верх над другой, и казалось, что они равны по силе. Однако Хань Ли заметил, что с каждым столкновением черные нити неизменно получали ничтожное преимущество. Это было не обязательно потому, что они были сильнее звездной силы, которая им противостояла. Скорее, это было потому, что даже глубокие апертуры были всего лишь акупунктурными точками. Хотя они могли значительно усилить способность бессмертной акупунктурной точки противостоять воздействию распада акупунктурной точки, тем самым значительно замедляя ее наступление, они не могли коренным образом предотвратить развитие распада акупунктурных точек. Другими словами, звездная сила внутри глубокой апертуры могла дать культиваторам ценное время перед лицом распада акупунктурных точек, но если культиватор не мог найти способ по-настоящему противодействовать распаду акупунктурных точек, то он все равно неизбежно разделил бы ту же ужасную участь, что постигло бесчисленное множество истинных бессмертных до него. Еще немного понаблюдав за акупунктурной точкой, Хань Ли сложил ручную печать, и по его велению мгновенно появилась его священная ось мантры. Все 360 рун до времени на оси уже были восстановлены к этому моменту, и они испускали грозные колебания силы закона времени. В то же время из истины в центре оси выстрелил луч золотого света, осветивший эту бессмертную акупунктурную точку. Как только золотой свет упал на бессмертную акупунктурную точку, он тут же превратился в ряд золотых нитей света, видимых невооруженным глазом, которые переплелись с черными нитями, а затем начали медленно вытягивать их, словно вырывая морковь из земли. Как только эти две силы соприкоснулись, Хань Ли тут же почувствовал, как будто кожу в этом месте тянут, и от сильной, разрывающей боли он невольно резко вдохнул.
Неописуемое чувство агонии мгновенно передалось из этой бессмертной акупунктурной точки в его сознание, и он поспешно сложил ручную печать, прежде чем указать пальцем на священную ось мантры, которая начала быстро вращаться, а золотой свет, исходящий от ее рун до времени, стал еще ярче. В то же время из истины внезапно выстрелила полупрозрачная золотая нить. Эта золотая нить была ничем иным, как нитью закона времени, которую он кропотливо проявил, и она была пропитана невероятно чистыми силами закона времени. Нить закона времени пронеслась по воздуху, как стрела, мгновенно пронзив эту бессмертную акупунктурную точку Ханли. Как только золотая нить пронзила бессмертную акупунктурную точку, слой золотого света мгновенно возник, окутав всю акупунктурную точку. Как только черные нити внутри бессмертной акупунктурной точки соприкоснулись с этим золотым светом, они тут же начали таять, как снег под палящим солнцем, и вскоре полностью очистились. Все это произошло всего за несколько секунд, и после того, как черные нити полностью отступили, окружающая ци происхождения мира снова начала устремляться в бессмертные акупунктурные точки. Перед лицом одного из 3 высших законов, распад акупунктурных точек, вселявший страх в сердце бесчисленного множества культиваторов на поздней стадии истинного бессмертного, был с легкостью рассеян. Ханли внутренне вздохнул с облегчением, увидев это, закрыл глаза и продолжил совершенствоваться. Несколько минут спустя 36-я бессмертная акупунктурная точка, наконец, полностью открылась. Внутри тела Ханли раздался оглушительный грохот, когда все 36 его бессмертных акупунктурных точек загорелись в унисон, образовав луч ослепительного золотого света, который вырвался вверх из его тела, прежде чем пронзить темные облака наверху. На лице Даоса Се, наблюдавшего за этим сверху, появилось редкое выражение удивления. Как такое возможно? Как ему удалось так быстро остановить распад акупунктурных точек? Неужели сочетание телосложения небесного бессмертного и сил закона времени действительно настолько эффективно противодействует распаду акупунктурных точек? Конечно, это было хорошо, и он вернулся на крышу павильона из лазурного бамбука на окраине города. Тем временем непрерывно раздавались раскаты грома, и темные облака в небе постепенно рассеивались. Однако, вместо ясного, голубого неба открылся грозный бассейн золотой молнии. Молния внутри была разжижена и сияла ослепительно. Ханли взглянул на бассейн молнии, затем протянул руку, сделав хватательное движение, и изысканная нефритовая шкатулка, стоявшая перед ним все это время, мгновенно взлетела к нему в руки. Небрежно вмахнув рукавом, он снял талисманы, прикрепленные к шкатулке, и крышка слетела сама по себе. После того, как крышка была снята, из нефритовой шкатулки мгновенно вырвался своеобразный лекарственный аромат. Внутри нефритовой шкатулки лежала золотая пилюля размером с лонган, и это была не что иное, как пилюля золотой души, которую Ханли переработал в прошлом. Ханли взял пилюлю из шкатулки 2 пальцами, поднес ее к глазам, чтобы рассмотреть поближе, а затем проглотил. Как только пилюля прошла по его горлу, над его грудью и животом мгновенно вспыхнул мягкий золотой свет, озарив его лицо золотым сиянием. Внутри его груди и живота возникла вспышка особой энергии, но вместо того, чтобы спуститься в его дантянь, она поднялась прямо в его сознание, чтобы слиться воедино с его душой. Первое, что почувствовал Ханли, это острая боль в голове, а сразу после этого он стал беспрецедентно чувствительным и сознательным. В тот момент ему показалось, что все его чувства поднялись на совершенно новый уровень. Мир перед ним был все тем же миром, но в то же время он казался совершенно другим. Теперь он мог видеть потоки духовной силы в воздухе, слышать звук сталкивающихся вокруг него пылинок и чувствовать даже самые слабые дуновения ветра, как будто все его поры полностью открылись. Даже не используя свое духовное чувство, он мог обнаружить все в каждом уголке этой секретной области. Он мог чувствовать все изменения, происходящие вокруг него, и даже слабое пульсирование ядра в теле Даоса Се стало для него отчетливо слышно. В этот момент его уши слегка дернулись, и ему показалось, что он слышит что-то под каменной платформой в том заброшенном саду. Как раз в тот момент, когда он собирался сосредоточиться на звуке и прислушаться внимательнее, этот короткий период повышенной чувствительности прошел, и его чувства вернулись в норму, а его душа стала более плотной и упругой. Ханли немедленно взял себя в руки и начал сосредотачиваться. Он знал, что наступило последнее препятствие на пути его продвижения к стадии золотого бессмертного. Сделав глубокий вдох, он коснулся макушки головы, и его зарождающаяся душа мгновенно вылетела изнутри, окутанная слоем золотого света. Покинув его тело, зарождающаяся душа сделала круг вокруг него, а затем поднялась в воздух и головой вперед вошла в бассейн золотой молнии наверху. Как уже было установлено, зарождающиеся души золотых бессмертных были гораздо сильнее, чем зарождающиеся души истинных бессмертных, и причиной этого было то, что во время прорыва на стадию золотого бессмертного на небесах появлялся бассейн небесной молнии.
Если зарождающаяся душа истинного бессмертного могла выдержать крещение молний, то она поднималась на совершенно новый уровень. Как только зарождающаяся душа Хань Ли вошла в бассейн молнии, весь бассейн мгновенно начал бурлить, подобно котлу с горячим маслом, в который только что плеснули каплю воды. Разжиженная золотая молния внутри бассейна начала обрушиваться на зарождающуюся душу Хань Ли волнами, а зарождающаяся душа сложила ручную печать, прежде чем сесть в бассейн, скрестив ноги. Она оставалась совершенно неподвижной, даже когда бассейн золотой молнии яростно бурлил вокруг нее, позволяя разжиженной золотой молнии безжалостно бить по ее телу. Вокруг зарождающейся души появились густые дуги золотой молнии, подобные золотому одеянию, сталкиваясь с золотым светом, излучаемым ее телом. Тем временем физическое тело Хань Ли оставалось сидеть в своей первоначальной позе, но его брови были плотно сдвинуты от боли. В этот момент все его сознание бурлило так же яростно, как и бассейн золотой молнии. Дуги ослепительной золотой молнии непрерывно вспыхивали и переплетались, заполняя практически все его сознание, и каждая вспышка молнии была подобна кнуту, хлещущему по его душе. Он мог отчетливо чувствовать муки, которые его зарождающаяся душа испытывала в бассейне молнии, и эта агония на духовном уровне была еще более мучительной, чем любая физическая боль. Хань Ли мало что знал о том, что связано с прорывом на стадию Золотого Бессмертного, и он планировал расспросить Даоса Хуяня об этом после завершения этого приключения в поместье Бессмертных, но он никогда не думал, что попытается совершить прорыв в этой случайной секретной области. Для истинного бессмертного открытия 36 бессмертных акупунктурных точек — это только половина пути к достижению стадии Золотого Бессмертного, а другая половина прорыва зависела от исхода этого процесса очищения зарождающейся души. Исход процесса очищения зарождающейся души зависел как от устойчивости зарождающейся души, так и от воли небес. Войдя в бассейн молнии, зарождающаяся душа, по сути, попадала в молниеносную тюрьму, и только небеса решали, когда бассейн молнии исчезнет. В некоторых случаях процесс очищения заканчивался всего за полдня, в то время как другие могли подвергаться этим мукам целыми днями. Чем дольше длился этот процесс, тем сильнее очищалась зарождающаяся душа, но в то же время неуклонно возрастала и вероятность того, что зарождающаяся душа будет уничтожена в этом процессе. Для тех, у кого зарождающаяся душа была нестабильной, отправлять ее в бассейн молнии было равносильно самоубийству. У хрупкой зарождающейся души не было шансов выдержать этот процесс очищения, и ее уничтожение было неизбежным. Однако Хань Ли, безусловно, не относился к этой категории. Его зарождающаяся душа изначально была гораздо более устойчивой, чем у среднестатистического истинного бессмертного, и он развил технику духовного очищения до 4-го уровня, что сделало его зарождающуюся душу более стабильной и устойчивой, чем у многих золотых бессмертных. Более того, только что приняв ту пилюлю золотой души, он был почти чрезмерно хорошо подготовлен к тому, чтобы выдержать этот процесс очищения. Оставался только один вопрос: сколько продлится этот процесс очищения? Даос Се наблюдал за всем этим издалека со спокойным выражением лица, и было неясно, о чем он думает. Друзья, эти главы, когда 500 лет одиночества становится единственным путем к силе. Застывшая реальность, осколки висят в воздухе, гравитация не работает, время заморожено. Хань Ли заперт внутри и быстро понимает, грубая сила разрушит все пространство. Единственный выход — ждать. 500 лет, ежедневно пропуская через себя столбы звездного света формации собрания звезд, он открывает 36 глубоких апертур. Боль колоссальная, тело становится полупрозрачным и светится изнутри, но звездный свет не просто разрушает, он перестраивает саму суть на клеточном уровне. Безнадежная ловушка превращается в катализатор роста. Полтысячелетия этой жуткой подготовки ведут к кульминации, прорыву на стадию Золотого Бессмертного. И в этот момент все летит в пропасть. Удар загадочной черной молнии запускает распад духовных точек, рассеивает всю накопленную силу и превращает его в обычного смертного. Но накопленная звездная энергия замедляет гниение, давая время, а золотая нить закона времени из ока истины перематывает время в пораженных клетках назад, буквально отменяя распад. Тело спасено. Что дальше? Зарождающаяся душа Хань Ли, укрепленная пилюлей золотой души, добровольно погружается в кипящий бассейн золотой молнии. Готовлю продолжение.